привет! Сегодня я хочу рассказать вам про такой инструмент в Krita, как Assistant Tool. Это помощники, которые помогут вам в рисовании перспективы, изометрии и вообще всяких возможных штук, которые требуют построения. Начнем. Assistant Tool скрывается под этой иконкой. Далее для работы нам потребуется Tool Options, параметры инструмента. Это вот это окошко. Чтобы его добавить, пройдем в Settings, Dockers, Tool Options и добавляем, если у вас его нету. Итак, что у нас тут есть? Это разнообразные инструменты. Мы начнем разбирать от простого к сложному. Первое возьмем линейку. Она задается двумя точками. Это отрезок, на который можно добавлять деление, деление поменьше, сделать ему фиксированную длину. Окей, вот у нас такая штука, что она нам дает. Переходим в инструмент кисть. И в параметрах кисти в чекбоксе Snap to Assistance ставим галочку. И теперь при рисовании кисть у нас прилипает к нашему инструменту-помощнику. Далее. Инструмент бесконечная линейка. Это уже не отрезок, а прямая. К тому же, проводя линии за пределами линейки, мы получаем перпендикулярные линии. Хорошо. Но самая полезная линейка — это параллельная линейка. Мы получаем линии параллельные, а также направляющую, которая может вас ориентировать, если выключить прилипание. То есть теперь, глядя только на направляющую, мы можем пытаться рисовать без прилипания. Этот инструмент может быть полезен при работе с изометрией. Сейчас я вам покажу, каким образом можно создать изометрическую сетку. Для этого проходим в Settings, Dockers, Grid and Guides. Grid — это, собственно, сетка. Нажмем Show Grid. Сейчас у нас стоит тип Rectangle. Выбираем изометрик. Далее нам нужно выбрать угол для нашей изометрии. Изометрия бывает разная, но самая обычная примерно 30 градусов, 27 градусов, около того. Можно отрегулировать размер клеток, выбрать тип линий и даже цвет. Хорошо. Возвращаемся к нашим направляющим. Берем одну линейку, делаем ее по одной стороне сетки, точно так же другую. И добавляем вертикальную линию. Это можно сделать, зажав Shift. Отлично. Убираем их за пределы холста, чтобы они нам не мешали. И теперь у нас есть направляющие, а также мы можем сделать прилипание и рисовать в изометрии построение. Если вам мешает видимость вот этих линий, можно их убрать, пройдя в View Show Assistant Preview. Мы убираем видимость направляющих, а нажав галочку Show Painting Assistance, мы убираем видимость наших помощников. Вернем их. Далее. С изометрией все понятно. Удаляем наши линейки. Переходим к следующему инструменту. Рассмотрим эллипсы. Они, в общем-то, тоже довольно простые и понятные. Первый эллипс работает как обычная линейка, то есть рисуется только по заданному
радиусу, диаметру. Concentric Ellipse дает нам возможность рисовать концентрические эллипсы. И есть еще перспективный эллипс. Мы задаем для него перспективную сетку 4 точками. Вы видите этот крестик, это точка схода, которая находится на вашей линии горизонта. То есть, двигая сетку, мы ее тоже сдвигаем. Полезно при рисовании иметь в виду, где у вас линия горизонта, чтобы ориентироваться при построении. И мы получили эллипс в перспективе. Собственно, все это можно двигать, поправлять. Можно поменять прозрачность, поменять цвет. Далее. Еще у нас есть из простого сплайн. Это кривая, которая задается 2 точками и углом. Нужно, чтобы рисовать красивые кривые линии. А теперь переходим к инструментам перспективы. Самое простое — это Vanishing Point, точка схождения. Тут задается линия горизонта, а также плотность направляющих. То есть можно уменьшить плотность или увеличить. С помощью одной точки схода и 2 параллельных линеек мы можем рисовать одноточечную перспективу. Хочу вам отметить, что чем больше у вас всевозможных направляющих, тем хуже прилипание. Оно постоянно пытается прилипнуть к чему-то не тому. Сейчас разработчики, насколько мне известно, работают над этой проблемой. В будущем, возможно, будет куда лучше. Хорошо. С помощью 2 точек схода и вертикальной параллельной линейки мы получим двухточечную перспективу. А с помощью 3 точек схода мы получим трехточечную перспективу. Убираем линейку параллельную. В 5-й версии Криты появился отдельный инструмент двухточечной перспективы. Он от Vanishing Point отличается вот этой точкой фокуса, а также тем, что вам в нем не нужна параллельная вертикальная линейка. Тут изначально перспектива будет строиться с учетом наличия вертикалей. Осталось 2 инструмента. Perspective дает нам вот такую сетку. То есть тут прилипание работает только внутри сетки. Если мы пытаемся рисовать вне ее, у нас нет прилипания. Однако, если мы уже в ней, то рисуем с прилипанием. Из интересного, связанного с этим инструментом, у кисточки можно назначить изменение параметров в зависимости от перспективной сетки. Как это работает? Рассмотрим на параметре размер кисти. Выберем здесь параметр перспектива, отключим параметр нажим. Также отключим opacity, чтобы была нагляднее. Вот, сейчас у нас
просто вот такая круглая кисть, но в пределах перспективной сетки она меняет размер в зависимости от нахождения внутри. Это довольно занятно. Хорошо. И у нас остался довольно интересный инструмент, превью которого было у видео. Это инструмент рыбий глаз. Можете посмотреть в поисковике, как выглядят картинки, нарисованные в такой перспективе. Это довольно занятно. Собственно, я впервые начала рассматривать эту перспективу, только готовя это видео. Как сделать перспективу а-ля рыбий глаз. Выбираем Fish Eye Point. Это у нас получается вот такой эллипс. Пока что мы рисуем только в пределах нашего эллипса. Для полноценного рисования в этой перспективе нам потребуется минимум 2 инструмента Fish Eye, один вертикальный, другой горизонтальный. То есть они вот так друг на друга накладываются. И либо мы добавляем Vanishing Point в центр. Итак, что у нас получится? То есть мы рисуем вот с таким интересным искажением. Как я опять-таки говорила, прилипание не очень точное. Но опять-таки, если что, вы всегда можете отключить прилипание и строить, ориентируясь на направляющее. Окей, либо мы можем убрать Vanishing Point и добавить еще один рыбий глаз. Третий рыбий глаз должен быть с горизонтальной линией, такой же по размерам. Вот, выравниваем его. И теперь нужно передвинуть его наполовину длины. Вот так размещаем. И у нас получается искажение по 3 сторонам наших кубов, что тоже довольно выглядит прикольно. Из того, что я еще не упомянула, связанного с инструментом Assistant Tool, это то, что в последней 5-й версии Криты добавили возможность ограничивать воздействие линеек на определенные области. Это вот эта галочка Limit Assistant to Area. Прежде чем создать линейку, нажимаем галочку. И точно так же создаем, например, двухточечную перспективу. А теперь следующим нажатием задаем прямоугольник, в котором она будет действовать. То есть за ее пределами прилипание не действует, но как только мы в нее попадаем, начинает действовать. Это полезно для иллюстраторов, у которых в каждом фрейме комикса разная перспектива. Вот. Я такой штукой сама не пользовалась, так что просто рассказываю о том, что она есть. Хорошо. Также упомяну, что вы можете сохранять ваши линейки и загружать, потому что, как я уже упомянула, при большом количестве линеек прилипание происходит хаотично и не так, как нам хотелось бы. Поэтому я бы рекомендовала, если у вас много объектов в разной перспективе, простроить сначала один объект с помощью одной сетки, потом сохранить и удалить ее и добавить другую сетку. Точно так же сохранить и переключаться, если вам это потребуется. В общем-то, на этом все. Надеюсь, что-то из этого вам будет полезно. До новых встреч!